Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый лайф-влог. Я делаю себе вкусняшку. Решила впервые сделать шоколадку. У меня какао-масло на Валберес приобретала. Ну, еще надо какао тертое, но пока не купила. Можно использовать, в принципе, какао-порошок. Какао тертое лучше, но в принципе, вот этот порошок тоже сойдет. Кстати, Ашан с птичкой какао лучше, чем золотой ярлык. Ну, как по мне. Решила добавить немного протеина. Это дело всегда полезное. И сухие сливки. Попробую. Никогда не делала. Интересен сам процесс. Ну и делаю я прям по-простому. Чисто вот так вот для себя побаловаться. И водяная баня. Так, я уже залила формочку. Тут у меня корица, кокосовая стружка, мед в качестве сладкого, скажем так. Сейчас буду тушить овощи. Тут морковка, цветная капуста, как всегда, там брокколи, много чего. Ну и, соответственно, вода и базилик. Обязательно очень люблю. И сейчас все это еще воды добавлю крышкой и на огонь. Буду варить рис. Нужное количество. На весах, как всегда. Рис готов, овощи готовы. Сейчас все это дело смешаю. Также я добавлю соевый соус обязательно. Потому что соль, прочее не добавляю. Но хотя бы в таком виде это тоже неплохо. Но чисто сама не солю. Ну и, в общем-то, майонезы всякие не использую там для салатов, как вы знаете. Ну, а немного соевого соуса это вполне себе можно. Для разнообразия, но тоже не часто. Вкусняшка должна получиться. Свечка для настроения. С ароматом вишни. Уже следующий день. Вот такая получилась шоколадка. Буду пить чай. Даже интересно, что получилось. Попробуем. Потом расскажу. Собираю ланчбокс в студию, ну, на прогулку. Сегодня день таких неполезностей, но, правда, тут яблоко плюс овощи, но из неполезности сосиска в тесте. Вот. Там у меня еще вот в этом отделении чай и хлебец. Сумка у меня сегодня от Гришко. У них потрясающие сумки. Жаль, небольшой выбор, потому что это все-таки танцевальный магазин. Тут и термос, я его в пакет кладу на всякий случай. И ланчбокс. Да много чего поместится, она очень качественная. Термос крутой, держит более суток. Воду горячий. Так, тут у меня еще стаканчик, чтобы руки греть. Бумажный. И косметичка. Косметичку я брала в Ашане. Когда-то себе и Оксане дарила. Ну, тут у меня карты, всякие платочки. Это вот, чтобы руки не натирать, когда тяжелые сумки. Ну, там таблетки, всякая такая мелочевка, пудра. Хотя пудру вообще можно вытащить, но, с другой стороны, пусть лежит. Мало ли пригодится. Хотя чаще всего ничего такого не пригождается. Я уже в студии. Вот мы тут с ученицей расположились. Кофточку сегодня надела с Алиэкспресс. У меня тут все в цвет.
Прям сочетается. Сейчас возьму коврики. Так, что-то тут такой бардак. Ну ладно. Так, мы по 2, по 3 берем. Такое вот у нас воскресное утро. Ну, как правило, воскресное. Хотя далеко не всегда. Иногда и переносим. Ну, вот сегодня у нас воскресное утречко такое. А потом будет прогулка. Так, я прихватила целых 3 коврика. Ну, когда надо, я могу и без ковров заниматься. Не страшно. Уже в парке прогуливаюсь, наматываю круги. Перед этим мы с ученицей в Ашан заходили. И пью чай из бумажного стаканчика, потому что он греет мне руки. Я очень мерзну. Ну и так как у нас типа объявили выходные неделю, вот так вот здесь. Там, где Ашан живенько, здесь туалеты закрыли почему-то, этажом ниже открыты. Причем там маленькие туалеты, а здесь их много, и они большие. Суть же в том, чтобы толпы не было, так почему эти не открыть? Непонятно. Тут много чего не работает, что-то работает, видимо, на выдачу. Но в целом жить можно. Но вообще непривычно. Я уже в Ашане, тут, как видите, оживленно. Скидки, акции, распродажи. Всякие интересные предложения. Но мне особо ничего так сильно не надо. Может быть, что-то приобрету по мелочи. В основном смотрю, глазею, вдруг что найду интересненького. Вот новогодняя тематика, носочки. Но какой-нибудь моей расцветки нет. Пижамки новогодние тоже красивые, качественные. Но все исключительно красные. Хотя, мне кажется, синий – это тоже вполне себе новогодний цвет. Синие все по моде припыленные. Припыленные мне нравятся цвета, но носки новогодние, видимо, придется делать самой. Потому что я хочу именно, синие какие-нибудь. Труселя новогодние. Присмотритесь, кому надо. И снова гуляю. Скоро поеду домой. Мои скромные покупочки: кефир по акции и кукурузные палочки. Но это мне на несколько дней. Уже другой день. Сейчас буду готовить себе кашу. А в этот раз она у меня с сыром. У меня так папа любил делать. Сыр, соевый соус. Это реально вкусно получается. Но мы, правда, тогда нордик покупали. Сейчас с этим проблема. Так, засыпаю в конце сыр. И можно будет сейчас лакомиться. Это правда вкусно. Но я беру самое обычное. Так, Кернер из Фикс Прайс. Тут у меня будет такой бутербродик. Колбаса, сыр. Мой завтрак. Кофе, свечка. А это я сделала творог, точнее буду делать для собаки. Тут у меня замороженный кефир. Вот, в такие формочки. Просто так удобнее, чем целый этот самый. Потом это будет очень неудобно. Я сразу разливаю по каким-то формам. Потому что даже вот так вот получается много. Творог очень вкусный, но из обезжиренного кефира получается творог 4%. Поэтому для меня это жирно, я не ем. А вот собаке в самый раз. И выгодно, и вкусно, полезно. Себе же я налила кефир с мюсли. Творог готов, все растаяло.
Сейчас перекладывать буду. Собственно, вот, собаке лакомство. Сейчас отдам ему. Мой ужин. Отруби, рис, овощи и какао в этот раз. Сюда немножко соевого соуса добавляю и лимонного сока, тоже по чуть-чуть. Свечка очень вкусно пахнет вишней. Я прям в восторге. Надо будет потом еще такую прикупить. Я думаю, что она у меня быстро закончится. Ну а рис, конечно, это очень вкусно. Здесь у меня еще морская капуста. У нас снег. Сегодня уже другой день. Небо снежное такое, темное, тяжелое. У нас, походу, очередной трэш. Вот рядом, где соседка умерла, которой я помогала, там сосед живет. К нему пожаловали квартиру вскрывать. Вот. Веселый у нас подъезд в кавычках. Вид в замочную скважину. Ну да. В общем, мой ушастый еще в июле месяце нам давал понять, что что-то неладно, только мы не могли понять, в какой квартире. Запахов-то не было. Худшие опасения подтвердились. Это мой обед. Всем пока-пока.